Есть мобы, на поиски которых у игроков могут уйти дни или даже недели нудного кемпинга. Но зачем людям искать супер редких мобов? Иногда из-за крутых наград вроде маунтов, иногда ради возможности приручить себе архиредких питомцев. В этом ролике я хочу рассказать о ряде мобов и питомцев-охотников, которые встречаются на просторах Азерота крайне редко, но при этом продолжают вызывать интерес со стороны фармеров или коллекционеров. В бесплодных землях игроки могут повстречать падальщика по имени Зарикотль. На первый взгляд это самый заурядный падальщик, коих в локации пруть-пруди. Моб появляется редко, примерно раз в 5-8 часов. Отличала от многих других мобов в локации его моделька. До определенного момента Зарикотль был единственным в игре падальщиком, который имел белый окрас. Поэтому иногда игроки в течение долгих часов пытались на него охотиться, чтобы приручить. Кстати, моб имел несколько уникальных взаимодействий с игроками. Когда он убивал игрока, то в чате проигрывалась эмоция «Зарикотль теперь выглядит намного спокойнее после того, как съел авантюриста». После этого он на время становился нейтральным, то есть не атаковал других игроков, пока они не атакуют его первым. В старых дополнениях моб мог быть еще и весьма неприятным противником. Он имел почти 8000 единиц хп в зоне, которая рассчитана на игроков 36-45 уровней, а также ударами наносил в среднем по 1000 единиц урона. Для прокачанного игрока это просто неприятно. Для игроков, которые качаются в локации, это практически смертельно. К сожалению, в битве за Азерот разработчики убили уникальность Зарикотля. Его белая моделька была обновлена, и он превратился в самого обычного падальщика с красным окрасом. А следовательно, париться над его приручением уже не было абсолютно никакого смысла. Эонакс – дракон, который вызвал неизмеримое количество боли у людей, которые фармят маунтов. Этот дракон с вкраплениями синих кристаллов дропает почти такого же каменношкурого дракона, только с фиолетовым оттенком. Сложно описать те страдания игроков, которые решились фармить этого моба. Обитает он в подземье и имеет очень и очень длинный респаун. Респаун делится с другим мобом и до определенного момента мог достигать почти целых суток. Это становилось настоящим адом для тех, кто его пытался выфармить. А ввиду того, что маунт имел довольно красивую, особенно по временам катаклизма модельку, было много желающих убить этого моба. Убивался Рарник тоже по-особенному. Поначалу он появлялся как дружелюбный моб, которого можно было оседлать, а после он становился агрессивным и убиваемым. Параллельно появлялись маленькие детеныши-дракончики, которые защищали Эонакс. Естественно, фарм Эонакс породил огромнейшее количество милых, жутких и грустных историй. Вот одна история игрока с Вовхеда. 6 суток кемпинга. Первые 3 дня я кемпил его примерно по 20 часов в сутки, после которых прямо у меня из-под носа увели Эонакса. Вся ирония ситуации заключается в том, что у меня в тот момент был только один конкурент, и он постоянно стоял на верхней левой точке спавна дракона. Я же непрерывно летал по всем 6 точкам с периодичностью около минуты. И надо же было случиться, чтобы Эонакс резнулся именно в верхней левой точке, и мой конкурент оказался быстрее меня. После такого поворота удачи известным местом в мою сторону, я просто таки озверел и поставил перед собой цель во что бы то ни стало убить его. В смысле, дракона, а не конкурента. Последние 3 суток охота велась почти 24 часа в сутки, ибо на душе было пакостно, и сама мысль о том, что его могут увести в очередной раз, побуждала продолжать охоту. Был изготовлен самопальный будильник, который после срабатывания аддона NPC Scan будил своей громкой мелодией не только меня, но и всех соседей в радиусе 40 метров, чем немало побуждал выключить себя поскорее и, соответственно, оперативнее оказаться у компа. И вот, сегодня, 25 июля, я увидел его. Сердце стало биться очень-очень часто. Я сел на него. Мелкие дракончики отдавали такой смешной ДПС, что я их толком даже не замечал. И вот он, вожделенный килл Эонакса. Все как положено. Радость заливает душу. Как же измельчал человек. Убил какую-то зверушку в вымышленном мире грез и фантазий. Но столько радости. В какой-то степени Эонакса можно сравнить с потерянным во времени протодраконом из времен гнева короля Лича, который также был очень желанным из-за крутого маунта. Но знаете, что самое неприятное могло произойти с теми, кто днями, если не неделями, фармил Рарника? Баги. Иногда с драконом случалась ошибка, что после его убийства его нельзя было залутать. А это означало, что несмотря на упорство и везение, маунта ты не получишь.
Хотя отмечу, что техподдержка порой помогала решать такие проблемы. Вот тут один игрок убил Эонакса, но не смог его залутать. Он написал запрос в техподдержку, и вскоре маунта ему восстановили и вернули через игровую почту. В долине Призрачной Луны в Запределье находится один любопытный демон по имени Краатор. Одна из главных причин, почему игроки хотели фармить этого на первый взгляд бесполезного инфернала, это 4 пары ботинков, которые падали с него с небольшим шансом. Также демон является критерием для ачивки, в которой необходимо убить целый ряд редких мобов в Запределье. Спавнится он весьма редко, несколько раз в день в одной из 5 точек в локации. Игроки-чернокнижники, кстати, могли брать этого демона под свой контроль. Ну а еще, во времена Burning Crusade разработчики существенно понерфили демона. Раньше он был весьма серьезным, грозным противником. Он имел почти 75 тысяч единиц хп, это было во много раз больше, чем имели игроки в то время. Бил тычками по 2500 единиц урона. А также, самое противное, вызывал адов, которые по упоминаниям тоже наносили кучу урона огнем. В финальном крупном патче Burning Crusade из-за того, что многие игроки испытывали трудности с убийством демона, его решили понерфить. У него вместо 75 тысяч стало 13 тысяч хп. Адов он больше не призывал, а урона наносил куда меньше. В Катаклизме появились водные маунты. Да, хоть применение было достаточно ограниченным, игроки с большой любовью были рады получить такие ездовые средства. И особенно сильно выделялось поводья Посейдуса. Было несколько причин. Во-первых, на момент Катаклизма это был один из 3 плавающих маунтов. Один давался в начале цепочки Вайшерей и ограничивался собственно самим Вайшером. Второй добывался с редким шансом при рыбной ловле. Ну а третий это поводья Посейдуса. Вторая причина, почему маунт пользовался спросом, это то, что его можно было продавать на аукционе, и стоил Посейдус вполне себе хороших денег. Способ получения маунта один единственный, это убить самого Посейдуса из Вайшера, с которого падает стопроцентный одноименный маунт. Только вот был нюанс. Таймер появления моба. Посейдус был очень редким, а по расчетам игроков его спавн мог варьироваться в районе 72-120 часов. Игроки днями напролет высчитывали, как и когда его можно будет получить, считали время перезапуска серверов и грезили надеждами бороздить просторы на этом водном маунте. Помимо маунта, моб дропал парочку редких рецептов на зачарование. Сейчас они мало кому нужны, но в моменте пользовались спросом. В Легионе разработчики сделали Посейдуса далеко не таким редким, каким он был раньше. Моб начал спавниться гораздо чаще, теперь он спавнится примерно каждые 4 часа. Зато в битве за Азерот появился еще один морской конек, который мог потрепать нервишки фармерам. Это Чудний. Моб появлялся в Нажатаре, но в отличие от Посейдуса, чтобы получить ездовое средство, нужно было не убить моба, а буквально сделать с ним селфи. Конкретнее, сделать игровое селфи через специальную игрушку, после чего маунт добавлялся в сумки игроков. Благодаря этому получить маунта за раз мог не один игрок, а хоть целый рейд. За 20 лет существования Варкрафта у охотников было множество возможностей приручать питомцев, которые вопреки логике и здравому смыслу приручаться не должны. Чего уж стоят питомцы-огоньки или волки с вонзенным клинком. К сожалению, часто разработчики фиксят прирученных багнутых пэтов, поэтому поистине уникальные питомцы есть лишь у редких единиц. Но давайте посмотрим, каких необычных животных могли приручать охотники в последние годы. В Легионе, на планете Аргус, игроки могли найти необычного моба. Безумного Марсуула. Он представляет из себя странное животное, которое было поглощено силами тьмы. Его кожа извивается фиолетово-розовыми пятнами. Для приручения, в отличие от многих других багнутых пэтов, игрокам даже не нужно было извращаться. Приручался он как обычно, однако имел одну интересную особенность. Он был словно 2 питомца в одном. Если игрок притворялся мертвым, то фиолетово-розовая порча спадала, и питомец получал самую обычную модельку, которая не была поражена тьмой. Однако при повторном призыве порченная моделька возвращалась. Таких необычных питомцев прежде у охотников почти не было.
К сожалению, разработчики незадолго до выхода битвы за Азерот решили обломать тех, кто успел приручить безумного Марсуула. Модельку обновили, и теперь она стала вот такой. Она частично потеряла те эффекты, из-за которых игроки ценили это животное. В течение многих месяцев игроки пытались писать баг-репорты Blizzard, чтобы они исправили модельку, так как она очевидно была сломанной. Но, к сожалению, добиться успеха игрокам не удалось. Последние упоминания о проблеме были под конец Темных земель. Моделька на тот момент по-прежнему оставалась багнутой и неисправленной. Думаю, сейчас ничего не изменилось. Еще сделать своих питомцев более разнообразными игроки могли в подземелье Чумные каскады. К сожалению, я не смог узнать, удалось ли игрокам сохранить багнутых питомцев или нет, но суть ошибки была такой. На одном из боссов питомец игрока может получить дебаф, из-за чего он получал такой себе зеленый окрас. Этот окрас не спадал даже после выхода из подземелья, перезахода в игру и прочего. На призрачных тиграх это выглядело вот так вот. Вместо розовой модельки питомец становился прозрачно-зеленым. На более обычных пэтах, вроде львов, эффект выглядел уже не так красочно. Самое примечательное, что эффект не был временным. Он сохранялся на пэтах игроков целыми днями или даже неделями. Пока для одних это было подарком, для других проклятием, так как в течение долгого времени было непонятно, как можно снять этот эффект. Те, кому он не нравился, мучались. Пробовали убивать питомца, призывать и отпускать, естественно, перезаходить в игру по миллиарду раз, использовать игрушки и многое другое. Снять эффект было сложно. Со временем решение нашлось. Нужно было вернуться в Малдраксус, зайти в порченную лужу, чтобы питомец получил снова стаки зеленой порчи. И после того, как время действия стаков проходило, питомец возвращался в обычное состояние. Пофиксили ли это или остались ли игроки, кто намеренно решил сохранить багнутый эффект, неизвестно. Но если вы видели пару дополнений назад редких пэтов с таким вот необычным эффектом, теперь вы знаете, что за этим стояло. Один из самых необычных и редких пэтов — это червь, имеющий такой вид. Изначально моделька этого огромного червя появилась в Легионе и еще несколько раз использовалась в последующих дополнениях. В игре ненадолго появился баг, который позволял приручать этих червей, хотя это противоречило логике игры. К сожалению, способ, через который приручался этот червь, неизвестен. На форуме любителей питомцев упоминалось, что ошибка была исправлена некоторое время назад, и получить такого пэта больше не представляется возможным. Остался этот питомец только у редких игроков, которые успели получить его до исправления. Ну и напоследок, в Легионе игроки могли получить самого неожиданного пэта — Валькиру. Правда, тут было не приручение Валькиры, а превращение уже существующего питомца в этого моба. В Легионе появился питомец Хати, который мог менять свою игровую модельку с помощью одной игрушки. Эта игрушка превращала Хати во второго питомца игрока. Ну допустим, если у игрока есть Хати и кабанчик, то с помощью игрушки можно было сделать, чтобы было два кабанчика. Методом научного тыка игроки обнаружили, что работает эта игрушка не только на животных. Во время одного задания андедов игрокам в помощь выдают Валькиру. Технически, игра считает Валькиру как питомца, а поэтому, если использовать игрушку, то Хати станет этой Валькирой. Этот пэт смог удивить в свое время многих игроков, однако счастье длилось совсем недолго. Вскоре игрушку пофиксили, так как из-за нее Хати можно было помимо Валькир превращать в еще кучу разнородных NPC, которые никогда, даже в теории, не должны были стать питомцами охотников. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!